Всем привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам. Я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно. Поэтому, если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас, во времена отсутствия монетизации, меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам. Спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем вот такую классную пару носочков, которая вяжется очень просто и очень быстро. Здесь не нужно будет делать никаких расчетов. В основании носочка лежит самый обычный круг. Мы свяжем кружочек. Потом здесь будем вязать просто по прямой. Здесь просто по прямой вывязывать резиночку, которую уже мы с вами вязали много раз, и вывяжем пяточку. Я буду вязать носочки вот таким вот узором. Это столбики в раскол. Смотрите, какой классный рисунок получается, как вязание спицами. Вы можете вязать абсолютно любым известным вам узором, обычными столбиками без накида, столбики с одним накидом, полустолбики и так далее. Что касается пряжи, вы можете использовать абсолютно любую, но если вы хотите, чтобы носочки вам прослужили как можно дольше, отдавайте предпочтение носочному типу пряжи. Она более износостойкая и как раз пригодна для таких изделий. Вы можете использовать как очень тонкую пряжу, в таком случае носочки получатся прям четко по ножке, будет такое легкое податливое полотно, так и толстые виды пряжи, тоже из них получатся такие очень классные объемные носочки, особенно представляете, как классно будет вот эта косичка выглядит из толстой пряжи. Даже из плюшевой можно связать, конечно, она будет не такая износостойкая, но зато получится очень милые мягенькие носочки. Я вязала из пряжи, которая у меня была в наличии. Я захотела выделить носочек, пяточку и резинку. Если вы этого делать не хотите, можно в принципе вязать и однотонным. Смотрите, я сочетала Alize Lana Gold Classic 51% акрил, 49 шерсть, в 100 граммах 240 метров. И мериносовая пехорка в 100 граммах 200 метров, 50 шерсть, 50 акрил. Это у меня абсолютно один и тот же цвет, просто два разных моточка, две разные партии. Цвет 24 орхидея. Я вязала крючком 4,5, вы вяжете любым вам удобным, и тот, который больше подходит под ваш тип пряжи. Просто для ориентира скажу вам размер моей стопы. Вы не ориентируйтесь по ней, все делайте конкретно под себя. Длина моей стопы примерно 25 сантиметров, обхват в самом широком месте 24 сантиметра. Смотрите, еще такой момент, когда мы вяжем столбики в раскол, мы вяжем просто по кругу, по спирали, и поэтому у нас полотно, вот так видите, чуть-чуть косит. Это абсолютно нормально, потому что мы не делаем столбиков подъема, а вяжем просто по кругу. Каждый раз у нас сдвигаются эти рядочки, но в принципе меня это абсолютно не смущает. Расход я напишу в описании под видео, но это просто для ориентира. Я сомневаюсь, что у кого-то также будет пехорка мериносовая и Alize Lana Gold. Вяжите просто из одного типа пряжи, чтобы вам вот не пришлось вот так его компоновать. Начинаем вязание носочка с носика. В основании у нас лежит самый обычный круг, а потом, когда мы свяжем нужного размера кружочек, вот эта часть у нас вяжется просто по прямой, набираем нужное количество рядов без убавок и прибавок. Я захотела выделить носочек, пяточку и резинку, поэтому сами смотрите, если хотите также сделать, в каком месте вы хотели бы остановиться на одном цвете и сделать смену на другой. Начинаем вязание круга, мы с вами его уже вязали вот в этом мастер-классе, там где у нас круг лежал в основе панамы. Делаем волшебное кольцо, кольцо амигуруми, либо скользящую петлю, огибаем 2 пальчика, продеваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, делаем закрепительную петельку. За хвостик можно подтянуть, сделать размер колечка, который вам будет удобен. Хвостик лежит всегда параллельно колечку. И в кольцо сейчас провязываем 6 столбиков без накида. Ныряем в колечко, провязываем первый столбик. Всегда его отмечаем, первую петельку. Далее сюда же второй столбик без накида. Сюда же третий, четвертый, пятый и шестой. За хвостик тянем потуже, чтобы у нас замкнулось колечко. И чтобы здесь не было в середине большого отверстия. Мы вяжем по спирали, поэтому сразу же переходим ко второму ряду, в самую первую петельку, отмеченную маркером, и во все последующие провязываем по 2 столбика без накида, то есть по одной прибавке. Вот сразу же в первую петельку, отмеченную маркером, провязываю первый столбик без накида, отмечаю маркером обязательно. И сюда же в эту же петельку провязываем второй столбик без накида. Далее вот у нас следующая петелька, в нее провязываем также 2 столбика без накида, первый и второй. И таким образом провязываем до конца ряда.
Далее начинаем провязывать третий ряд. У нас будет такая комбинация. В одну петельку 1 столбик без накида, в следующую 2 столбика, то есть прибавка 1 петелька, 2 петельки. И таким образом провязываем до конца ряда. Но я уже сказала ранее, что буду вязать столбиками в раскол. Вот таким образом получается такая классная косичка, полотно из косичек. Поэтому смотрите, в петельку, отмеченную маркером, а точнее вот эта галочка, видите, в нее сейчас мы продеваем крючок, то есть как бы вот между вот этими двумя петельками. Вот наша галочка, столбик, а прям вот в серединку продеваем крючок, прям вот насквозь, и провязываем первый столбик без накида. Его обязательно отмечаем маркером. Далее следующая вот эта косичка, галочка, в нее продеваем крючок, провязываем первый столбик и сюда же второй столбик, то есть прибавка. Далее, вот она следующая галочка, провязываем в нее столбик первый, в следующую галочку, вот она, провязываем прибавку. И таким образом чередуем до конца ряда. Сейчас на примере более толстой пряжи я вам покажу, куда именно мы сейчас втыкали крючок, потому что здесь на тоненькой пряже не очень видно, чтобы вам было понятно, как вяжутся столбики в раскол. Продеваем крючок в середину вот этой галочки. И смотрите, с обратной стороны эта петелька имеет такое как бы расхождение, две перемычки. И мы должны крючком попасть как бы между ними. Вот смотрите, вот перемычка и вот. То есть смотрите, в следующей петельке вот и вот. Мы должны вот прям вылезти вот здесь в серединке. Вот галочка, прям посерединке вылазим. Вытаскиваем нить. Смотрите, вы поймете, что все сделали правильно, если прям петелька вылезла ровно из серединки. И здесь не мешают никакие перемычки. И провязываем просто столбик без накида. Опять продеваем прям в серединку крючок. И вот смотрите, вылазим прям в серединке. Провязываем столбик без накида. Конечно же, каждый раз не нужно смотреть, куда вы вылазите с изнаночной стороны, то просто замучиться можно. А просто там буквально через пару рядов вы поймете, куда вот конкретно вставлять крючок, чтобы получалось так, чтобы вы вылазили вот прям ровно посерединке сзади. То есть крючком продеваем в галочку и вот как бы вниз, не вверх, а вот так вниз чуть-чуть провязываете, и у вас автоматически крючок соскользнет вот прям между двух вот этих вот перемычек. Раз, и опять, смотрите, так как бы вниз, и все. Следующий ряд будет комбинация такая: в одну петельку 1 столбик, в следующую 1 столбик, а далее прибавка, столбик, столбик, прибавка, и так до конца ряда. Так, ищем первую галочку, вот она, в нее провязываем первый столбик, отмечаем. Следующая галочка, в нее провязываем также одинарный столбик. Следующая галочка, в нее провязываем прибавку, 2 столбика без накида. Следующая одинарная, следующая одинарная, следующая прибавка. И так чередуем до конца ряда. Следующий ряд вяжем такую комбинацию: 3 столбика, прибавка, 3 столбика, прибавка. Первый столбик, следующая галочка, второй столбик, следующая галочка, третий, следующая прибавка. И так до конца ряда. Далее в следующем ряду провязываем такую комбинацию: 4 столбика одинарных, прибавка, 4 столбика, прибавка. Смотрите, у нас уже начинают образовываться, видите, такие уголочки. В том мастер-классе я также с Панамой сказала, как от них можно избавиться. Если вы вообще не понимаете, как вязать круг, то лучше перейдите туда, посмотрите. Я сейчас сглажу эти углы. Смотрите, провязав сначала 2 столбика, прибавка, потом буду чередовать до конца ряда 4 прибавка, 4 прибавка. В конце у меня останется 2 свободные петельки. И таким образом у нас как бы в ряду получится вот эти 2 плюс вот эти 2 начальные, всего 4 прибавка. И таким образом у нас не нарушится наша схема по кругу. Провязываю в первую галочку 1 столбик, в следующую второй столбик, в следующую прибавку. Далее чередую 4 столбика, прибавка, 4 прибавка до конца ряда. И вот в конце остались 2 галочки, в них провязываю по одинарному столбику. Готово.
Практичным путем я поняла, что мне достаточно этого кружочка. Смотрите, диаметр круга у меня получился 7 сантиметров. Возможно, вам понадобится больше. Если вы, например, хотите, чтобы вот эта часть носочка была пошире, то есть не облегала ногу. Таким образом вы провязываете далее следующие рядочки, то есть в следующем ряду 5 столбиков прибавка, 5 прибавка, в следующем, если вам нужно, 6 прибавка, 6 прибавка, 7 прибавка и так далее. Размер вот этого кружочка вам придется вычислить только лишь практичным путем, потому что я сначала провязала до той комбинации, когда я делала 7 прибавка, 7 прибавка, у меня был большой кружок. Потом, когда я начала вывязывать вот эту вот часть, она у меня получилась очень широкой. Я не хотела сильно широкие носочки, поэтому я поняла, что мне нужно остановиться именно на этом размере круга. Сейчас достану реквизит, примерно, чтобы было понятно. Смотрите, то есть не обязательно, не должно быть так, чтобы вот этот ваш круг, когда вот вы сложите пополам, чтобы он был вот прям до вот этих вот пор. То есть нужен он нам совсем небольшим, потому что когда мы сейчас будем провязывать просто по прямой, когда уже не будем делать прибавки, он какое-то время, первые ряды, будет все равно немного расширяться, а потом уже пойдет вот просто по прямой. Именно поэтому вы должны сами понять, какого размера связать вот этот круг. То есть провяжите какой-то кружочек, начните вывязывать вот эту вот часть, смотрите, нравится ли вам, как она сидит по ножке, сильно ли он у вас широкий, либо наоборот, возможно, слишком вы маленький связали кружок, и он у вас очень узкий, давит на ногу. Нужно делать, чтобы было комфортно, поэтому подбирайте сами. Смотрите, каким образом это выглядит. То есть вот он мой круг. Вот здесь у меня закончился круг. И с этого момента и до начала подъема ножки мы вяжем вот эту вот часть просто по прямой, просто по спирали в каждую петельку, просто по одному столбику без накида. Так вяжем, вяжем, вяжем. Нужное количество рядов до подъема. Меняем цвет на другой в нужном вам месте и продолжаем вязание. То есть все последующие ряды провязываем просто в каждую галочку по одному столбику без накида. Я всего провязала 9 рядов просто в каждую петельку по одному столбику без накида. Вот так у меня загнулся носочек. Если вы вяжете поочередно носочки, прикладывайте вот эти получившиеся детали друг к другу. И смотрите, верно ли размеры у вас получаются, все ли одинаково. И сейчас я хочу сделать смену нити. Продеваю крючок, как обычно, в следующую петельку. Вытаскиваю нить и через эти 2 петли продеваю новый цвет нити. Завязываю на узелок, чтобы ничего не распустилось. Розовую нить отрезаю. И далее продолжаем вязать все то же самое, точно так же, как мы провязали вот эти 9 рядов. То есть вяжем вот эту часть до того места, где у нас начинается подъем. Провяжите какое-то небольшое количество рядов. Обязательно примеряйте. Смотрите, нравится ли вам ширина получившегося носочка, не слишком ли она широкая, либо наоборот, не слишком ли узкая, не давит ли на ногу. И смотрите, если, к примеру, он у вас слишком широкий получился, вам нужно уменьшить на какое-то количество рядов ваш вот этот вот кружочек, который у нас в основе лежит. Если он у вас, наоборот, очень сильно узкий, да, вот прям сильно обтягивает, вам, наоборот, нужно добавить какое-то количество рядов на круг. Итак, в длину я провязала белым цветом еще 23 ряда. Всего в длину эта деталь у меня получилась 18 сантиметров. Но, повторюсь, вы все вяжете конкретно по себе, не ориентируйтесь ни по моим размерам, ни по сантиметрам, ни по рядам. И вот до какого места я связала, то есть до того места, где у нас начинается уже подъем. Так что примеряйте, смотрите все конкретно по себе. Смотрите, не сильно ли не давит у вас носик носочка на большой палец, либо наоборот, не слишком ли вы много провязали здесь рядов, чтобы в носочке не было много свободного места. Что делаем дальше? Нам нужно посчитать, какое количество петель у нас здесь получилось по кругу. У меня это 36 петель, у вас, возможно, это свое количество. Делим его пополам, то есть в моем случае это 18 петель. Я набираю 18 воздушных петель. Здесь от начала воздушной цепочки я отсчитываю 18 свободных петелек. Раз, два, три, четыре, пять. И подсоединяюсь в 18-ю. Не просто за 2 стеночки, а как вот мы и вязали, продолжаем наш узор в вот эту в галочку, в косичку. Провязываем столбик без накида. Вот что у нас получилось. То есть сейчас мы будем здесь вывязывать тело носочка дальше. Вот здесь будет наша пяточка. Смотрите, вот это количество воздушных петель может быть на парочку петель побольше. То есть это зависит от того, какой потом в дальнейшем получится вот здесь вход для ножки. То есть самое главное не сделать его слишком узким, чтобы нам удобно было продевать ножку сюда.
Опять же, это вычисляется опытным путем. Смотрите, здесь самое главное, что мы должны подсоединить ровно в противоположную сторону. То есть здесь начали набирать воздушную цепочку и подсоединили нашу воздушную цепочку ровно на противоположной стороне. То есть вот здесь ровное количество петелек с этой и с этой стороны. И сейчас будем вывязывать вот эту вот часть просто также по кругу, без прибавок и убавок, просто по прямой. Вы можете вывязывать всю длину носочка только лишь вот этой гладью, либо теми столбиками, которые вы вяжете. Можете сделать так, как и я, например, довязать до нужного места просто вот этой нашей гладью, а потом уже с определенного места можно начать вывязывать резиночку, вот как сделала я. Тоже можно сделать ее абсолютно любой высоты. Можно сделать очень высокую резиночку, чтобы потом можно было вот так, например, подгибать, тоже очень здорово смотрится. Так что сами выбирайте, как вам больше нравится. Вот мы подсоединили нашу цепочку, и все, дальше продолжаем, как обычно. Вяжем просто в каждую петельку столбик без накида. Доходим до начала цепочки с этого края. Провязываем самую последнюю петельку перед цепочкой воздушной. И далее вяжем по цепочке, но желательно вот за задние перемычки, как вот мы обычно это делаем. То есть вот первая петелька цепочки, переворачиваем, и вот она, наша перемычка. И провязываем в каждую перемычку по одному столбику без накида. Первый столбик, далее следующая перемычка, второй. И так до конца воздушной цепочки. Провязываем в последнюю перемычку цепочки. Все, это мы связали первый ряд. Далее продолжаем вязать просто по кругу, уже по образовавшимся петелькам. Здесь мы также сохраняем наш узор косички в раскол. Переходим на основное полотно. Вот сразу же первая косичка после воздушной цепочки. Все, продолжаем вязать нужное количество рядов в высоту. И какой могу дать совет? Провяжите вот эту вот часть буквально 2-3 ряда, остановитесь, пока что не продолжайте вывязывать дальше носочек в высоту, приступите к вывязыванию пяточки, для того, чтобы вам понять, все ли правильно вы сделали. То есть вы сейчас свяжете пяточку, вот так проденете сюда ножку, посмотрите, как все сидит. В принципе, вот эта часть уже все останется так, как она будет дальше. Самое главное, чтобы здесь у вас посадка была комфортная, удобная именно на пяточке. И вот здесь на подъеме, там, где у вас уже начинается нога, чтобы вот эта часть не давила на вот эту часть, где у нас вот этот под 90 градусов уголок, чтобы у вас не сводило ногу, потому что когда вот в этом месте сдавливает носочки, это очень некомфортно. Поэтому свяжите полностью пяточку, примеряйте, смотрите, все ли вам нравится. Если да, то потом продолжите вывязывать дальше. Чтобы не получилось так, что вы сейчас продолжите вязать в высоту носочек, полностью здесь все свяжете, резиночку, либо полную высоту, а потом приступите к пяточке, и что-то вы свяжете не так, что-то не получится, будет он вас сильно тянуть, чтобы зря не тратить время на вот эту высоту. Поэтому сейчас нужно вам сделать пяточку, а потом уже заканчивать высоту носочка. Итак, вот что у меня получилось. Вот здесь я провязала всего 15 рядов, вы видите свое количество. И с этого момента, в принципе, я уже могу начать вывязывать свою резиночку. Вот, это самая обычная резинка по вот этому мастер-классу. Выбирайте любую. Мне кажется, на носочках и любая резинка будет классно смотреться. На свою резинку я набирала 13 воздушных петель. Просто подсоединяем новую нить, если вы вяжете также разными цветами, как и я. Если вы вяжете однотонные, то просто продолжайте. Сразу же вот набирайте отсюда свое количество петель на резиночку. Я провожу крючок в следующую петельку, вытаскиваю нить и через 2 петли на крючке продеваю розовую нить. Белую обрезаю. Все, и начинаю вывязывать резиночку. Посмотрите, в том мастер-классе я все подробно объяснила, как вязать каждый тип резинки. Также, если вы захотите, к примеру, заузить резиночкой вот эту вот часть, чтобы она прям плотненько прилегала к ножке, а также я там пояснила, как это делать. Когда довязали резиночку, оставляем нить, не обрезаем. И с изнаночной стороны берем крючок поменьше, которым нам удобно будет сшивать. Выворачиваем вот так наизнанку и сшиваем. Как сшивать, я также показала в том мастер-классе с резиночками. Так, вот что у нас получилось. Приступаем к вывязыванию пяточки. Подсоединимся абсолютно в любом месте. Я продену крючок где-то вот посередине ступни. Будем также на пяточке соблюдать наш рисунок, чтобы были вот такие же галочки в раскол. И вязать пятку я буду в 2 сложения своей розовой нити, так как я сказала уже ранее, что она тоньше моей основной белой, чтобы пяточка была больше укреплена и чтобы она не так сильно подвергалась протиранию. Вы, если вяжете все носочки из одного типа пряжи, в принципе, этого делать не обязательно. Продеваем крючок в середину галочки, как обычно. Подсоединяем нить
делаем закрепительную петельку и вяжем до вот этого стыка просто в каждую петельку столбики без накида, соблюдая наш рисунок. Когда подходим вот к этому месту, нам нужно будет провязывать в каждом ряде по одной убавке на этой и на этой стороне. То есть вот мы подошли, оставили недовязанными 2 петельки до вот прям серединки, да, до вот этой ложбинки. Сейчас из них делаем убавку, продеваем крючок в одну петельку, точно так же сохраняя рисунок, не вот так под петельки, а вот в галочку. Вытаскиваем нить, оставляем 2 петли на крючке, далее вот следующая. В галочку вытаскиваем нить, все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Это наша убавка. Подтягиваем, чтобы здесь не было отверстий. Далее в начале этой стороны, а также в самом начале будем делать одну убавку из 2 петелек. Вот она первая. Вытаскиваем нить, оставляем на крючке. И вот она вторая. Через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. Далее вяжем по этой стороне, просто в каждую петельку столбик без накида до вот этого места. Здесь в конце не довязываем до вот этой ложбинки, прям до серединки, 2 петельки. Из них мы делаем убавку. И по следующей стороне сразу же делаем еще одну убавку. Далее просто провязываем по краю до начала ряда столбики без накида. Подошли к началу ряда. Можно провязать петельку в ту, откуда мы начали вязание. Все, и продолжаем здесь по ровной стороне провязывать просто столбики без накида. Вот так, столбики в раскол, как обычно. Соблюдаем наш рисунок до вот этого места, где раздвоение у нас идет. И здесь делаем то же самое, когда вот подошли к этой ложбинке. Вот у нас здесь осталось 2 недовязанные петельки. Из них мы делаем также убавку. Тоже здесь соблюдайте рисунок, чтобы это все было красиво. Убавки делаем тоже не просто за вот эти петельки, а также за косички. Продеваем в одну косичку крючок, вытаскиваем нить. Продеваем крючок в следующую косичку. То есть, видите, это у нас убавка была. В нее будет сложновато продевать, так как там все прям плотненько мы затягивали. Поэтому можно продеть вот как бы наискосок за одну петельку. Ну, либо даже за 2, если у вас получится. Главное, вот, чтобы просто это красиво выглядело, как косичка в раскол. Вытаскиваем через 3 петельки на крючке одной рабочей нитью. И тут же по следующей стороне сразу же делаем убавку из следующих 2 петелек. Продеваем сюда, потом в следующую, через 3 петли на крючке рабочей нитью объединяем. Далее вяжем просто в каждую петельку столбик без накида в раскол. Подошли к другой стороне, здесь точно так же все делаем. В конце провязываем 2 петельки вместе, убавка, и в начале как бы этой стороны тоже сразу же делаем убавку из 2 петель. Провязываем до конца ряда просто столбики в раскол. И таким же образом провязываем такое количество рядов, сколько нам нужно. Сейчас чуть попозже я вам скажу, на каком месте можно остановиться. То есть в каждом ряду довязываем до нашей вот этой галочки, не провязываем 2 петельки, из них делаем убавку. Тут же с 2 следующими делаем убавку. Далее вяжем просто по стороне, по ровной стороне, просто в каждую петельку. В следующие галочки делаем аналогично. Доходим до конца ряда. И так провязываем нужное количество рядов. И вот смотрите, что у нас получилось. То есть с каждым рядом мы делали убавки. Соответственно, отверстие у нас заужалось. Смотрите, как красиво выглядит линия убавки с этой и с этой стороны. Сейчас примеряем. Вот таким образом выглядит все это на ножке. И примеряйте по истечении какого-то провязанного количества рядов. Примеряйте все это на себя. И сами визуально смотрите, в каком месте достаточно делать убавок. И просто достаточно сейчас сшить вот эти 2 края. И все, в принципе, пятка будет готова. То есть провяжите сейчас еще один рядок. Посмотрите, не сильно ли здесь вот такой угол получается, потому что он здесь нам не нужен. Я вот всего провязала 6 рядов по кругу. И на этом моменте я останавливаюсь. И сейчас уже буду сшивать. Если вы так же, как и я, начинали вязание пяточки с середины стопы, просто подбираемся до ближайшей вот этой впадинки, уголочка. Нить отрезаем запасом. Чуть-чуть подтянем, чтобы петелька не ускользнула. И сшиваем с изнаночной стороны.
вот так наизнанку выворачиваем. Можно взять крючок поменьше, чтобы вам было удобно сшивать. И можно либо крючком, либо иголкой с толстым ушком, как вам удобно. Просто сшиваем либо соединительными столбиками, либо любыми другими, которые вам будут удобны. Но, в принципе, соединительный столбик будет не такой толстый, и пяточкой он не будет ощущаться. То есть, как обычно, продеваем в одну петельку, в противоположную делаем соединительный столбик. В одну петельку, в противоположную, на другой стороне, и соединительный столбик. И так до конца. Когда довязали последнюю петельку, нить вытаскиваем и закрепляем на несколько узелков. Наши носочки полностью готовы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!